Это сосудистое осложнение. Запускается процесс, который уже необратим. У меня были такие осложнения с 2 клиентками подряд. Наибольшее количество осложнений возникает после конференции и конгресса. Просто запутывают, обманывают. Препарат лежит не в губах. Это тот тип клиента, которых нельзя брать. Иногда приходится, это если быть максимально честным. Это гематома. А деньги возвращают? Никогда не возвращаю. А я же вас предупреждал. Гематом уже нет? Гематомы нет. Это мой палец. Сейчас смешно, я тогда переживал, клиентку тоже старался поддержать. Ты такой сильный? Да, вот такая она, яма Малевича. Итак, друзья, здравствуйте! Мы продолжаем серию выпусков косметологических, инъекционных, дерматологических хит-факапов. Мы максимально честные, и мы один случай показываем свой. У нас сегодня в гостях Денис Малевич, специалист по прикладной эстетике, доктор, который кайфует от всего красивого, прекрасного и развивает себя, свою клинику. Добрый день, меня зовут Денис Малевич, я практикую в городе Винница. Эдгар, спасибо большое за приглашение. Я очень рад, что могу участвовать в таком интересном проекте, разобрать те проблемы, которые мы часто видим в YouTube или Instagram, рассказать о своих каких-то проблемах, которые у меня были, и, в принципе, для своих клиентов развеять некоторые мифы. Давай так, опишем кратко ситуацию. Это была инъекция филлера на основе гиалуроновой кислоты. Это сосудистое осложнение. Из-за неэкстренного обращения к врачу привело к тому, что мы сейчас вот наблюдаем на фотографии уже некроз. Локальное омертвение ткани за счет того, что в определенной зоне ткань перестает кровоснабжаться. Такие случаи, они редкие. Но что важно знать, как проявляется ткань, не белеет, правильно? Потом губа начинает болеть, потом появляется корка. И, соответственно, если вы не принимаете определенных действий, то запускается процесс, который уже необратим. Я так думаю, что, скорее всего, еще была инъекция и в нос. Или, например, это было осложнение после увеличения губы, и этот процесс перешел на ноздрю. Очень в это верится. У нас проблемы начинаются выше точки вкола. То есть я подозреваю, что здесь процедура начиналась с того, что было желание клиента или желание доктора развернуть чуть-чуть уголки рта. Или совместили процедуру разворачивания углов рта с инъецированием грушевидной ямки, для того, чтобы носогубная складка была менее выражена. Иногда я получал крупные гематомы в тех местах, где я не ожидал. Доказал себе то, что все-таки бывают люди, у которых вены чуть-чуть и артерии аномально расположены. Ваша рекомендация в начале, вот первые дни, на что нужно обратить внимание? Ну, я скажу сначала, что нужно делать на приеме. Например, в своей практике я стараюсь около получаса не отпускать клиента, особенно если мы инициируем грушевидную ямку, я всегда стараюсь проверить, или сосудистое русло действительно оно не забито, не пережато, и тогда уже отпускаю спокойно клиента. И обязательно мы просим администраторов вечером перезвонить клиенту и спросить, или нет у них никаких болевых ощущений. И, в принципе, тогда уже можно быть спокойным. Хочется обратиться к клиентам, если на протяжении суток у вас есть какой-то дискомфорт, и это тот дискомфорт, о котором вам не рассказывал доктор, что это может быть, я вам предлагаю немедленно написать, позвонить врачу, а еще лучше, даже если есть маленькое даже сомнение, что что-то не так, просто экстренно записаться на консультацию, на контрольный осмотр. И тогда таких проблем у нас не будет. Осложнение после введения ботулотоксина. Частое ли такое осложнение? Почему такое могло произойти? У меня были такие осложнения. Самое интересное, что с 2 клиентками подряд, которые были в один день, и которые спустя 2 недели в один день, практически в то самое время, они мне написали на левом глазе у одной и второй клиентки. На фотографии мы наблюдаем птоз верхнего века. Это может получиться за счет того, что когда мы колем ботулотоксин, он диффундирует в мюллеровую мышцу, которая отвечает за поднятие верхнего века, расслабляет ее чуть-чуть. И из этого, когда мы хотим открыть глаз, наше верхнее веко поднимается не на 100%, а на процентов 60-70. Если у нас среднестатистическое действие эффекта препарата там, от 4 до 6 месяцев, ну, с помощью разных методов, такие как PRP, особенно RF-лифтинг, ну, мы сможем, в принципе, выйти на нормальный вид клиента где-то через 2,5-3 месяца, но не раньше. Помню, что я был на одном всемирном конгрессе, увидел, как один крутой доктор
колол новой техникой ботокс. Ну, я думаю, ну, сейчас приеду и начну я новыми техниками работать. В медицинском кругу есть такая фраза, что наибольшее количество осложнений возникает после конференций и конгрессов. Всем докторам советую не применять сразу все то, что вы увидели или прочитали. Убедился сам в своей практике, я думаю, Денис подтвердит. Очень много ложных докладов, очень много неправды на конгрессах. Просто запутывают, обманывают участников конференции. Они увидели, как доктор выполняет инъекцию во время или на мастер-классе, но он не видит клиента потом. Что с ним произошло, все ли окей с ним. При нем так вот покололи, отпустили домой. А эффект после ботулотоксина наступает там, через 5-7-10 дней. Твое мнение? Ну, можем начать с того, что если мы берем контурную пластику губ, то форма у этой девушки очень-очень сложная. Есть подозрение, что препарат лежит не в губах, а намного выше. 100% нужно растворять. Второе, абсолютно неправильно соблюдено соотношение. Но и я думаю, что еще проблема в том, что, возможно, слишком плотный препарат. Я так прокомментирую данный случай. Во-первых, это тот тип клиента, которых нельзя брать на инъекцию. Изначально мы видим тип кожи. Она такая плотная, сами по себе губы очень плотные. И нужно понимать, что филлер, он мягкий. И в данном случае мягкий филлер не даст особого эффекта, а плотный он будет мигрировать, в принципе, то, что произошло. То есть у нас филлер находится над губой. То есть здесь получилось, что увеличение не губы, а носогубного треугольника. Ну, типа того, да. Это, как по мне, кандидат на операцию хирургическую, на хиелопластику, на выворот губы. Булхорн. Ну, как вариант. Также нужно проработать подбородок, чтобы пропорции были лучше сохранены. Потому что даже, вот мы себе представляем ситуацию, мы там вывернули красиво вот эту губу, но все равно эта губа, она очень маленькая. И если мы проработаем и увеличим нижнюю губу, то подбородок, он будет маленький. И губы, они будут слишком надутыми. Я, например, такое не приветствую. Приходит, вот показывают вам такой результат, вот я хочу такие губы. Ну, у нас же программа максимально честная. Могу сказать, что приходят клиенты, которые действительно сложные очень губы. Моя тактика не навредить. Мы сегодня говорили про мягкий жидкий филлер, который, в принципе, не может дать суперзначительного какого-то эффекта. Но к таким клиентам я отношусь с абсолютным пониманием. Иногда мы, как доктора, мы параллельно и психологи. И вот бывает, приходят девочки уже, как бы, вот у них последний шанс хоть как-то повысить себе самооценку. Вот взять вот эту вот дозу этого наркотика, чуть-чуть вот этой уверенности в себе. Приходится брать самый маленький шприц самого жидкого препарата, просто слегка увлажнять, подкалывать, но не доводить ни до какого осложнения. То есть иногда приходится, это если быть максимально честным. Давай вот этот случай разберем. Что тут разбирать? Это гематома. Это как раз один из моментов, после получения какого нам нельзя отпускать клиента сразу же домой. Хорошо, то есть гематома, она сразу же после инъекции возникает? Как только мы забираем иголочку, вытаскиваем с губы, вот та часть сразу же становится на процентов 50-60 больше, чем противоположная. Сказать, опять же, максимально честным, там, 2 раза в год такое бывает. Что вы объясняете клиенту или что вы применяете? Где-то плюс-минус уже вижу, на каких губах я могу получить такую гематому. И когда уже у меня есть сомнение, что не все будет супер, я перед тем, как начинать процедуру, я проговариваю с клиентом эти все моменты. Такие моменты бывают, как правило, у клиентов, которые приходят первый раз на увеличение губ, когда у них очень-очень тонкие губы. И это означает то, что у них очень-очень поверхностно проходят крупные сосуды. Из этого всегда предупреждаю, что может быть такой момент. Когда это все произошло, говорю, что вот у нас случилась та ситуация, о которой я вам говорил. А я же вас предупреждал. А я предупреждал. А деньги возвращаются? За гематому? Нет, за гематому нужно доплатить, я понимаю. Деньги я никогда не возвращаю. Мы всегда с клиентом остаемся все довольны, все при своих интересах. То есть у меня еще не было ни одного клиента, с которым какие-то были моменты, и этот клиент ко мне потом не вернулся. То есть, возможно, каким-то путем собственных трат, но, в принципе, мы этот решаем вопрос. Если что-то не так, мы можем губы растворить, но я в любом случае сделаю их заново и сделаю классно. Но никогда не отдам деньги и просто не отпущу клиента. Давай так, объясним зрителям, объясним клиентам, что попасть в сосуд целенаправленно невозможно. 100%. То есть гематомы, они всегда возникают случайно. В слизистой
губы, вы никогда не увидите сосуд. Вы не поймете глубину, вы не поймете, что вы в мышце или не в мышце, есть рядом сосуд или нет. Поэтому, да, нужно понимать и знать, что вот такая вот картина, она реальна. Как видите, вот на соседней картинке уже вот она начала уже рассасываться. Я думаю, из своей практики вы также знаете и можете сказать, что все эти процессы разрешаются. Если у нас будет следующая программа, я подготовлюсь, я покажу свое до и после, и реально, когда пропадает гематома, у нас нет никакой асимметрии, нету никакого дефекта. Реально просто прошла гематома, прошел синяк, и у нас классные губы. Хорошо, а вот по длительности реабилитации данного осложнения или гематомы? С такой большой ходить где-то дня 2, ну и потом такой эффект, как будто веслом дали по лицу, ну где-то недели 2. Над губой будет как 2 монетки по 50 копеек, вот такой будет синяк. А что нужно принимать? То есть это таблетированное средство, это инъекция, это какие-то физ-процедуры? Возьмем за правило, что вот если там синяк, он должен быть 2 недели, и если ты начинаешь там ерепениться, там таблетки, какие-то мази, еще что-то, но он будет 10 дней и 10 часов. То есть реально, ну, все какие-то усилия, они заберут только процентов 15-20 того времени. Это если, конечно, не обращаться к хирургам, у которых есть специальные инъекции, которые убирают гематомы. Там за 3-4 дня. Честно, не помню, как этот препарат называется, но помню, он года 3 назад он очень был модный, его все косметологи покупали, но в итоге там на сегодняшний день никто его не использует. То есть получается, что по длительности то же самое? Да. Яму видим справа над бровью? О, да. Это что такое? Это мой палец. И фотография сделана на 4-й день после процедуры. Это мой палец. Нам сейчас смешно, я тогда переживал, нервничал, и как бы клиентку тоже старался поддержать. Ты такой сильный? Да, железный человек. То есть вот откуда пошла фраза Яма Малевича, да. Что вы Что я делал, выполняли? да? Да. Мы выполняли ботулинотерапию. И получилась такая ситуация, что после того, как мы ввели препарат, я достал иглу, ну и, видимо, мы повредили височную ветвь артерии или венка. Пошла как бы очень быстро кровь. Есть такой закон, что если уже мы видим там какое-то обильное кровоизлияние, мы пальчиком прижимаем. Прижал я очень сильно, чтобы у человека не было гематомы, потому что человек, как всегда, приходит и говорит, так, у меня там через 3 дня там то свадьба, то день народжения, еще что-то. Вот, я, получается, так сильно прижал, что эта вмятинка осталась, но я думаю, ну окей, все будет хорошо. Мне присылают через 3 дня фотографию, что эта ямка осталась все-таки. Ну, гематом же нет? Гематомы нет, но яма осталась. Ну, наверное, я просто из-за того, что клиент сказал, что у него там через пару дней события, я очень сильно переживал, чтобы не было гематомы, я прям сильно прижал пальцем. Но, слава богу, там с помощью обычных массажей, которые делал себе клиент, вот эта зона восстановилась за 5-6 дней. Вот такая она, яма Малевича. А второе видео мы можем увидеть, как бы это не осложнение, но это распространенный такой момент, когда ты клиенту советуешь сделать ботулинотерапию как бы сразу же и межброви. Человек сначала говорит, что давайте сделаем какую-то одну зону. И тут получилась ситуация, что я уехал как раз в отпуск, вернулся через 2 недели, и человек приходит и говорит, мне что-то как бы брови нависают. Получился гипертонус мышц, тех, которых мы не обездвижили с помощью ботокса. Вот есть ступенечка. А когда человек пришел на процедуру, ее не было, то есть был реально гладкий лоб, просто с морщинами. Ну, как бы это все решаемо, то есть мы сделали коррекцию межбровной зоны, и сразу же все пропало у нас. Друзья, спасибо, что вы внимательно нас смотрели. Возможно, у вас есть какие-то фото или видео, которые вы хотите, чтобы мы прокомментировали, показали и рассказали. Мы с радостью это сделаем. Подписывайтесь на страницы Дениса Малевича, его клиники и личную. Там много чего интересного, и мы ждем вас в следующих выпусках. Спасибо вам большое.